Здравствуйте, товарищи. Это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», Ульяна Максименко, координатор проекта «Эра», Федор Бирюков, политический обозреватель. И мы нашей полевой тройкой продолжаем обсуждение постулатов основных «Эры». И сегодня мы говорим о визионерстве. Я позволю себе вброс, а потом вы можете накинуться и разорвать меня в клочья, потому что забыл цитату, потому что каждый день хорош для смерти. Вот. Отлично. Итак, я перебрал в голове визионеров, с кем знаком был лично. Это Маяковский, Юлия Друнина. Да, для меня Маяковский действительно всегда был визионером. Поэма его «Во весь голос», такое его послание, такая эпитафия всем нам, послание человека, разочаровавшегося в том, что моментальный взрыв, вот мы с тобой, Федор, только что говорили об этом, моментальный взрыв даже не коммунизма, социализма невозможен. В 30-е годы он уже перед смертью понимает, что все идет не так и не туда, хотя, безусловно, идет, но все это имеет в себе признаки, черты искажения. Мы же здесь про будущее, и мы должны изучать историю с точки зрения возможных мостов в будущее. И вот он пишет в этой поэме «Во весь голос», отчаявшись, так скажем, в своей личной жизненной схватке одержать знаковую победу, он пишет: сочтем, как он пишет там, мне наплевать на бронзу многопудие, мне наплевать на мраморную слизь, сочтемся славу, ведь мы свои же люди, пусть общим памятником будет нам в боях построенный социализм. Это о многом, конечно, это о многом в том смысле, что и Друнина говорила, вот ее судьба оборвалась тоже в дни крушения Советского Союза, а она ведь была фронтовиком, великим поэтом, поэтессой. Она смогла, как она сама про себя писала, шагнуть из окопа, шагнув сначала из школы в окопы, отринув все романтические изыскания в голове, а потом вернуться в мирную жизнь. И она относилась к поколению тех, кто наблюдал угасание. Как она говорила уже, в 60-е годы примерно все было понятно, но мы могли только созерцать это, потому что это была наша жизнь, а у молодежи уже была своя жизнь. И вот, заканчивая свое вступление, я хочу сказать, что визионеры нам нужны для того, чтобы избежать тления в моменте, для того, чтобы избежать разложения в процессе следования к звездам, в процессе следования к будущему. Визионеры – те люди, которые расчищают для нас путь. Они идут впереди, они, может быть, сами-то дороги толком не знают и спотыкаются на каждом камне, но они несут вот эти фонари световые, они являются маяками. Что у нас с визионерством? Где нам найти визионеров для того, чтобы рассказать про проект «Эры» так, чтобы он зажег сердца, и как нам избежать ошибок прошлого, и как нам учесть судьбу, например, с моей точки зрения, Маяковского и Друниной. Ты просто зажег пожар в моей голове, взорвал там весь ядерный запас мира. И это не я. Фразы визионеры, которых я знал. Дальше Маяковский и Друнина. Я восхищен. Вот хотел бы ремарочку. Я поддерживаю твои тезисы, по сути, но, на мой взгляд, смыслы ситуации ухода Маяковского и ухода Друнины принципиально различны. Друнина действительно, по сути дела, вот так вот в высшей мере бунтарски, отвергая вообще само бытие, протестовала против крушения Советского Союза, которого она была выразителем, визионером, носителем красной идеи. Она за это сражалась, да, она понимала, что в этом конструкте в Советском Союзе воплощены все ее представления о прекрасном. И когда это закончилось, она не могла поступить иначе. Это героический уход. Уход Маяковского можно назвать обратным. Это скорее побег, такой эксцентричный и панический побег из сложной, непонятной ситуации, который спровоцирован даже не тем, что творилось в окружающем социуме, а, наверное, образом жизни поэта, который изобиловал излишествами. А конкретно это взаимоотношения со спиртным и с женщинами подкосили его мощную натуру.
Вот, это Мы тоже предупреждение... ходим с тобой по краю пропасти. Я давно отказался от спиртного. Вот. Хотя я был примерно... И я слово тоже, о женщинах не поэтому, было сказано. да, поэтому я подошел к краю. Вот, и с женщинами нужно тоже общаться правильно, на здоровой В основе. партийном духе. Да, они не... Вот у Маяковского модели общения с женщинами были, я считаю, очень, значит, вредные для здоровья. Вот вообще все эти, значит, интриги там. А кроме того, ты вот процитировал строки его поэмы, а ты чувствуешь, что это вообще не Маяковский слог? Он больше классический уже. И вот отказ от революционной поэзии... Там у него местами неровно. Это да, но в целом, смотри, совсем другой ритм. Не тот, что Маяковский времен Первой мировой войны, времен революции. Там вот эти резкие углы, резкие лестницы, подъемы, спуски. Авангард революционный, он был необходим и для того, чтобы вспышка произошла, и для того, чтобы дальше поток энергии шел. И отказ от авангардизма в сторону классицизма, формирование соцреализма на основе только классических образцов, то есть создание такой новой красной античности, это тоже было опасным моментом. Нужно было больше авангарда, больше революции в искусстве, больше вот этого духовного драйва, который должен постоянно вентилировать и проветривать пространство. Нельзя превращать стройку будущего в классный, современный, но музей. Потому что музей, он всегда о прошлом. Советский Союз – это всегда будущее. Я вот говорю, что нас погубило неосуществление проекта башни Татлина. Даже если бы она рухнула к чертовой матери, все равно это было бы лучше, чем если она не возникла никогда. Ее крушение было бы тоже событием. Да, безусловно. Особенно, если бы в этот момент там проходил съезд. Какая из частей там вращалась, класс я не помню. Какой, а? Ну, класс, не класс. Слушай, на эту тему можно кино снять. Я говорю о том, что визионерство, то, что нас зажигает, сейчас, секунду, то, что нас зажигает, оно и должно зажигать, оно должно производить взрыв внутри, со знаком минус, возможно, изначально, потом со знаком плюс, наоборот, через осмысление, через какое-то остервенение, но в этом и фокус. Ленин-то тоже вызывал остервенение, прямо скажем. Он у был многих весьма. Знатным визионером. Я тут задумалась над тем, почему мы визионерами называем людей, условно говоря, культуры. Ведь это могут быть и ученые. Вот. Я, наверное, больше восприимчива к визионерам, которые более не поэтично излагают свои мысли, а более структурно, научно, которые придумывают какие-то концепции в том числе. Потому что для меня стихотворения... Я сама люблю их писать, но для меня это абсолютно не ритмично, то есть я не поэт, и поэтому не очень и люблю всю эту поэтическую историю, и точно бы, наверное, не пошла за визионером в этой стези, а пошла бы за визионером с научной концепцией. Кто? Не знаю, сейчас таких, наверное, нет. Ну, Сергей Павлович Королёв, визионер? Наследовавший Циолковскому. Циолковский-то не был такой вот ученой величиной, он был реально самородком, а Королёв-то. Нет, я рада, что он строил ракеты, да, самолеты, что он там строил. Я же правильно говорю? Вот, но, наверное... Он занимался безопасностью, он выстраивал щит. Да, мне нравится. Средства доставки ядерных зарядов. Я рада, что у нас в истории был такой человек, потому что сразу чувствуешь мощь, что страна защищена, что есть научное развитие и технологическое. И, наверное, мне кажется, вот я, как, может быть, представитель молодого поколения, сейчас хочется не вот этого вот поэтического слова, которое там страдает в стихах и говорит о судьбах страны, а хочется вот такого научно-инженерного мышления, который... То есть без рефлексии дайте нам факты. Я визионеры должны дать факты, должны дать картину будущего, видение будущего. Да. Кто-нибудь сегодня дает такую картину? Есть визионеры из мира науки? Нет, у нас вот Сергей Иванович Голомозов. Ну что, концепция научная про геологию. Конечно, он биолог и геохимик, понятно, что он человек науки. Вот, то, что касается науки. Поэтому вот и мне нравится часть концепции проекта «Эра», которая касается геологии. Да, вот научная, я полностью рада, что у нас есть такая научная история.
Конечно, она требует присоединения других ученых. Вот. Наверное, я больше таких визионеров жду. Мы вчера говорили. Который не Маяковский, там, не Есенин. Ну, Есенин. Да, ну не знаю, там. У Но меня он тоже никогда про не политику высвечивался писал. как визионер. Да что он там писал про политику? Да. Есенин писал про разбитое сердце. Там, вот, да. Ну, на тысячу Есенин, осколков. конечно, был визионером. Есенин? Да, безусловно. Это я отрицаю это абсолютно. Отрицай. Вообще визионеры — это всегда неудобные и неуютные люди. Им нельзя сказать: ты должен, выкати нам концепцию. Да, он да. визионер, Я поскольку, понимаю, да. как правило, он на определенном этапе начинает понимать, что он есть тот древний пророк, визионер. Он, во-первых, демонстрирует стахановское движение, на такое требование ты должен, да, а во-вторых, часто бывает гонимым, поэтому не бывает пророки без чести, кроме как в Отечестве своем, говорил Христос. Вот. И мы знаем, что люди зачастую, которые выходят сразу с вестью, с очередной благой вестью, они вызывают недовольство. Как раз это вот взрыв канализации происходит, потому что это неуютно, общество не хочет куда-то идти, особенно когда оно уставшее. Вот сегодняшний социум, он уникален же, никогда такого не было. Никогда такого не было, и вот опять. Такого количества информации, которое любой человек сегодня, даже если он находится в деревне, обрабатывает за минуту или секунду, такого никогда не было. Мы за день обрабатываем массивы информации, которые могли лет 40 назад за месяц только пригодиться. И главное, что это все и не нужно. Поэтому среди нас, поток. Визионеров среди нас полно, и мы не будем скрывать, мы сами все втроем визионеры. И мы чувствуем, как мы неудобны в этом обществе. И мы просто ищем себе смену. Выходим из дома и чувствуем, вот наше визионерство мешает всем жить. Это так и должно быть, и будет еще лучше или хуже, это смотря с какой точки зрения смотреть. Но сегодняшнее визионерство, оно должно быть очень, скажем, многопрофильным. Вот тебе нужны, научные прорывы, прекрасно. Сергей сразу цитирует Маяковского и Друнина, но я скорее на этой книжной стороне Сергея, потому что у меня такое воспитание, и я понимаю зачастую, что мы многое узнаем о прошлом благодаря как раз этим писателям-визионерам, которые в том числе описывают и научные достижения, которые еще не состоялись. Тот же Жюль Верн, наши фантасты замечательные, которые описали будущее. Вот они же визионеры. Стругацкий, я не люблю Стругацких, но они визионеры. Ефремов тоже. У них всегда визионер компонует прошлое и будущее. Он вяжет узлы, он замыкает цепи, потому что будущее, оно растет всегда из прошлого. Будущее — это не фантастика, которую мы высосали из пальца, придумали. Это то, что обусловлено массой причин. Это как происхождение человека, которое обусловлено массой причин движения предыдущих его линий предков, рода и так далее. Так и любое изобретение, оно всегда, даже если кто-то в определенный момент говорит «эврика», но перед этой эврикой происходила масса всяких поступательных физических мыслительных явлений. Визионер просто в определенный момент, он схватывает это и выкатывает на бочку. Смотрите, он говорит. И всем сразу становится неудобно, страшно или, скажем, есть желание сбежать. Но визионер идет вперед всегда. Не знаю, я не люблю визионеров, которые просто придумывают какие-то фантазии о будущем. Поясню. То есть я не считаю, что визионер должен соединять прошлое и будущее, он должен будущее творить здесь и сейчас, в настоящем. То есть, условно говоря, он делает, как Королёв, делает какую-то ракету, условно говоря, и ведет эксперименты научные. Делает и говорит: вот, я делаю будущую технологию, вот прямо здесь и сейчас. Не придумываю какую-то технологию письмом на бумажке. Легко придумать. Я сейчас столько технологий напридумываю, что может быть в будущем. Но не факт, что они будут. Условно говоря, что я буду визионером. Нет. То есть я хочу видеть в качестве визионера человека, который знает, что сейчас можно сделать, что завтра уже будет актуально, и это будет про будущее. То есть он не просто говорит... Илон Маск, да? Твой идеал визионеру? Как нет? Это то, что ты описал, это Илон Маск. А ты встречалась с визионерами лично? Нет, я не удостоилась такого чести видеться, как Сергей Цветаев. Господь не пролил на тебя свет свой? Нет. То есть для меня в первую очередь звонить в канцелярию небесную. В качестве небесную. визионерства я не хочу слышать какую-то одну
болтовню, условно говоря, что вот я вижу таким мир. Но откуда я знаю, что это может быть просто фантазия? И не хочу видеть рефлексию, вот как у поэтов, потому что я сама очень люблю порефлексировать, но я хочу во внешнем мире видеть человека, который просто четко знает, что нужно делать сейчас, чтобы в будущем у нас были такие технологии. Можно даже без обрисовки каких-то концепций, все такое. Вот у нас сейчас такое, нам нужны такие технологии для того, чтобы было вот так. Жизнь устроена таким образом, что понятно, что хорошо бы для тебя в твоем мире, чтобы появился Знайка в черном костюме, может быть так. с очками, Может быть, да. который все расскажет. Но дело в том, что в ночь перед полетом Не на Луну всё. в ракету пробрались не Знайка с Пончиком, объелись там, значит, из тюбиков космической еды, уснули, Пончик в суматохе нажал не ту кнопку, и они, значит, к хренам улетели на Луну, попали в капиталистическое общество. Потом, понятное дело, там произошла революция. И это предсказано великим визионером Носовым. Но все идет не по плану. И поэтому, конечно, круто, когда ты опираешься на Жаре Салферова, но есть и такое, что произойти может неведомо чего, и кто-то проберется в ракету и нажмет не ту кнопку. Итак, мы говорим о том, что нам нужно простроенное будущее. Тебе поближе, нам подальше, но мы люди этого. Мне понаучнее, мы люди вам древнего мира, нам попоэтичнее. тысяч на 10 лет вперед, тебе там на 12,5, не тысяч лет, чтобы было понятно, что инфляция не прыгнет за Ульяну только за миллион значение. лет интересует, стабильный миллион лет, и все. Все, что меньше, это Это как то, бы что внутри ерунда. нее. То визионерство, которое живет внутри нее, то, где она проявлена как реальный светоч мира, там да. Но она дает нам возможность созерцать вот такой зримый свой образ, успокаивающий, умиротворяющий. мы который признаем говорит, Ульяне визионера, и безусловно. признаем однозначно, Вот. а все, кто не с нами, то вообще даже не обсуждается. Так вот, про визионеров новых сегодняшнего дня. Мы вчера вспомнили Дивова. Я с ним связался. Он, в принципе, так, как будто бы за. И, скорее всего, у нас появится. Кого еще мы приглашаем? Неважно, людей науки там. Вот ты вспомнил старшего Скляра по какой-то причине. Почему? Что-то у тебя проскочила какая-то Потому что мысль? к тебе приходит младший Скляр, вот по этой причине. Это- Прямая причинно-следственная связь. Это какие-то А мы не будем, имперские... не это будем какие-то- обманывать зрителей и слушателей, мы говорим же правду все. Это какие-то имперские горизонтальные схемы, а Да. мы говорим о визионерстве. Кого мы хотим позвать? Кто должен прийти? Ну, что значит должен? Должен в нашем понимании прийти сюда и рассказать людям о том, что все не конечно, что мы молодцы, что человечество ошибается, падает мордой в грязь, встает на четвереньках в разорванных штанах, приводит себя в порядок и идет дальше. Ну вот ты уже это и Бесконечно сказал. идет дальше. Зачем нам еще кто-то, чтобы это говорил? Я сказал, я человек, который получил образование базовая советская журналистика. Я же вам рассказывал историю, как Засурский заходил к нам в аудиторию и еще на первом курсе и мотивировал нас так, что вот посмотрите, что из меня получилось. Он заходил и орал, когда был в дурном расположении духа. Ничтожество, кричал он, ничтожество. Из этих стен не вышел ни один настоящий журналист. И хлопал дверь. В этом Двери он- там а высокие, он же прав, здоровенные. черт возьми. Конечно, естественно. Я не испытываю на этот счет никаких иллюзий. Я не знаю ответ на твой вопрос, где и каких взять визионеров. Я вижу свою потребность, в чем она заключается в визионерстве. А кто это, я не знаю. Вот давайте разберемся, в чем же здесь проблема. Вот теории, гипотезы, вернее, визионеров полно вокруг, но они не всегда воспринимаются как визионерами. Например, у Ульяны, которая Да. отрицает свой визионерский статус, а мы его утверждаем. Да нет, Также и конечно. другие люди иногда побиваемы камнями, иногда ежедневно. Ну, как мы с тобой. Безусловно. Вот. Даже Но- не обсуждать. Подождите, То а есть почему? наша задача просто уметь увидеть. Вот, допустим, я встречался с 4 людьми в своей жизни, которых я называю визионерами. Это, значит, музыкант Егор Летов, это писатель Юрий Мамлеев, это непокойный уже, это покойный же писатель Эдуард Лимонов и ныне здравствующий, дай бог ему еще многих лет жизни, Александр Проханов. Вот 4 человека, я их называю визионерами. Из них
Поддерживаю полностью. Егор Летов и Эдуард Лимонов себя тоже считали визионерами, вот, прямо в открытую, особенно Лимонов. Почему? Я могу ошибаться, да, могу ничего не понимать в людях. Они могут не быть визионерами, но что мы видим, как они повлияли? Егор Летов создал не то что целое направление музыки, а целое направление культуры, которое до сих пор развивается. Искусственный интеллект косплеит его. Это значит, что вот это вот направление жизни продолжается. Это значит, что он мощнее трендов. Да. А в основе его лежали те же Маяковский, тот же Крученых, тот же какой-нибудь там Маркес и огромные пласты иностранной литературы, музыки, искусства. Лимонов. Он вообще создал современную Россию и описал, как будет развиваться мир во многих аспектах. Тот мир, в котором мы живем, это, вот представьте себе, с большими ошибками реализованный черновик Лимонова, который у него украли. Если бы они привлекли бы, конструкторы современного мира, привлекли бы его самого, он бы исправил эти ошибки. Они украли чертеж и еще усилили недочеты. Но вот все, что происходит сегодня, все это предвидел Лимонов. То же самое Александр Проханов, вот, который описал все, вот, начиная с конца 70-х годов по прямо сегодняшний день, историю будущее России и там как минимум половины мира. И человек, который реально умеет общаться с энергиями. Мамлеев культовый персонаж советского еще андеграунда, который вырос от, скажем так, абсолютно макабрической какой-то андеграундной литературы, которую иногда называют чуть ли не чернокнижной, до исследований традиционных учений индийской веданты, значит, христианства, ислама. И он описал будущее России как империи духа. То есть вот тоже визионерский вектор. Вот, по крайней мере, 4 человека. И смотрите, они все, практически все, не признавались на раннем этапе. Они до сих пор оспариваются, отвергаются, их ненавидят, боятся, запрещают. Что является символом настоящести. И вот так вот мы должны вот из этих элементов понять, как может быть выглядеть такой усредненный универсальный визионер, хотя они, конечно, все разные. То есть вот если в нас мы видим человека, слышим его идеи и, понимая как бы высоту, глубину, но мы натыкаемся на сопротивление, нам что-то не нравится, скорее всего, стоит присмотреться. Настоящий визионер, он должен вызывать внутреннее отторжение в начале, вот, потому что это сложно, это огненно, это божественная энергия, которая опасна. Мы инстинктивно чувствуем, что мы хотели бы отойти, но мы идем дальше, ближе к реактору, мы надеваем спецкостюм и идем исследовать этот огонь вблизи, чтобы использовать его. Разрушен удобный ближний мир. Да. Миры постоянно рушатся. Мне не свойственна такая метафоричность, я более приземленно смотрю на эти вещи. Я не понимаю, почему визионер должен и обязательно должен быть поруган, осмеян и вызвать отторжение. Не то я чтобы согласна. Буквально. Все 4 упомянутые Федором имели свою и прижизненную славу. Не только посмертную. Проханов здравствует, дай Бог ему здоровья. Они имели и прижизненную славу. И они при жизни были культовыми людьми абсолютно. И при жизни за ними шли, да я бы даже сказал, толпы и стадионы. Это безусловно. И не только в России, а и за рубежом, по всему миру. Это факт, совершеннейший факт. Просто Федор говорит о том, что сила энергии, которую они высвобождают, это вот как открытие ядерной реакции. То есть вот это все, она становится в какой-то момент неуправляемой. Да? Человечество открыло ящик Пандоры, так и здесь. Ты прикасаешься к этому, и это изменяет тебя настолько, что ты уже не можешь быть прежним. Вот в этом фокус визионеров. Вот в «Матрице» визионер-то не Нео, визионер-то Морфеус, который дает ему таблетку, но сила его веры в Нео такова. Я понимаю, что мы немножко уходим в какие-то дебри, но это не то чтобы дебри, это мы пытаемся каждый через свое ощущение передать зрителям и слушателям то, что по-настоящему нас зажигает. Он настолько верит в Нео, что Нео, и ошибаясь, и спотыкаясь, и не веря в самого себя, хотя формально Морфеус просто фармацевт. Да, нет, понятно, что это фармацевт, но это не Биг Фарма. Да. Это человек, который на коленке сделал 2 таблетки. Официальный визионер Пифия, там же с ней все совсем не так, как вначале казалось.
Понятно, видишь, у нас у каждого свой взгляд. Я вам хочу предложить интересную штуку сейчас, совершенно нестандартную. У меня есть вот прием такое распознавание свой-чужой. Не буквально, но свой-чужой не в смысле, что это друг или враг, нет. А в смысле, совпадают ли какие-то внутренние вибрации. Для меня визионером, в том числе, как это ни странно, является вот режиссер западный Уэс Андерсон. Тот самый, который снял «Королевство полной луны». И для меня «Королевство полной луны» фильм абсолютно визионерский, потому что он про чувства двух подростков, которые готовы вот пойти на смерть ради того, чтобы быть вместе. И это не глупая какая-то любовь, это довольно выстраданная такая, выстроенная история. И я очень часто сталкиваюсь, и она очень настоящая по сути. Да, это несколько мифологизировано там сюда, но она по сути предельно настоящая. Я сталкиваюсь с тем, что люди смотрят, и часто мне говорят, мы испытываем неудобство, мы не можем это смотреть. Я говорю, почему? Ну неудобство, нам неудобно. Я говорю, вам стыдно? Нет, ну нам неудобно, мы не можем это смотреть. Потому что это очень настоящее. Это предельно настоящее. Что там неудобного? Трудно объяснить. Вот посмотришь, скажешь, трудно объяснить. Вот я поэтому иду через искусство, так же, как и ты. Но можно идти через науку. В науке, давайте все-таки попробуем найти сейчас какого-то человека науки, хотя бы попытаемся в рамках нашего эфира. В науке есть люди, которые самим фактом своего существования, вот этой последовательностью борьбы, доказательной базой и тем, что в какой-то момент времени они, вот ты здорово это сказал сегодня до эфира про Штерна, что часто наука упирается в то, что вынуждена признать искру Божью. Вот тут на этом стыке вот такой ученый, который безусловно опирается только на доказательную базу, проверенную, перепроверенную там сотнями и тысячами экспериментов, выверенную до последнего там, не знаю, там микрона, и тем не менее он видит в этих открытиях, в этом прогрессе, в этом движении вперед, он видит и необходимость осознанности, чтобы этот прогресс по возможности хотя бы не обгонял этический рост человечества. И он видит в этом именно искру Божью. Он видит это, безусловно. Он, может быть, и называет ее, как у нас Сергей Иванович говорит, там, ноосфера, кто-то еще. Вернадский тоже во всем видел искру Божью. Вот это есть визионеры. Вот если мы вспомним такого человека, сегодня ли, не сегодня ли, я думаю, наша задача пригласить его сюда. Да. А также это и люди совершенно обыденного труда, обыденного бытия. Но там очень часто встречаются, это же такая практика Востока. Можно найти прекрасного смотрителя при каком-нибудь храме или при каком-нибудь гигантской там библиотеке государственной, или при том, который 50 лет метет эти ступени. Но для него все другое. Он визионер, по сути. Он видит во всем глубинные смыслы и те тектонические плиты, на которых действительно стоит человечество. А мы сейчас с тектонических плит перебрались на платформы масс-маркетов и прочего всякого. Из них, вот из-под нас их сейчас выдерни, и мы но ведь это тоже окажемся незнамо часть где. Реальности. Вот мы не должны, как лудиты, отвергать просто вот эти элементы. Ведь эти платформы, о которых ты говоришь, они уже они есть. Да. И в них тоже своя глубокая философия. И их обслуживают тоже какие-то визионеры, которые понимают гораздо больше, чем это кажется со стороны фасада или интерфейса. Вопрос в том, что это тот путь, по которому мы хотим идти как человечество или не хотим. Или хорошо, мы будем говорить за себя, мы хотим идти этим путем или нет. А как вам идея, что в текущем мире, вот мы пытаемся найти визионеров среди искусства, ученых, что в текущем мире-то на самом деле визионерами, по сути, являются, так как у нас капитализм, визионерами являются, по сути, бизнесмены и предприниматели, потому что они постоянно думают о будущем, о рынках сбыта, где выгоднее, где не выгоднее, строят стратегии, бизнес-стратегии, думают, что будет через 10 лет, ведут, по сути, наш мир в сторону будущего только через свои фильтры, через свое восприятие. И сейчас, по сути, и мир развивается благодаря их стратегии мышления, условно говоря, потому что вот прибыль, деньги на первом месте, а чтобы сделать деньги, нужно понимать тренды, а тренды — это, по сути же, про визионерство. И вот они сидят, думают, потому что больше всего о будущем как раз думают эта категория людей, потому что для них она ключевая — риски.
Разумно. Радикально права, Ульяна. Разумно. Действительно. Только там Высшие есть один- бизнесмены, извини. Ведь они думают, когда они создают, вырабатывают тренды, Да. то есть они занимаются Даже философской они футурологией. они да. даже проектируют, Правильно. практически И проектированием есть занимаются. масса литературы, особенно американской, футурологической, которая была написана по заказу и на деньги Да, этих ультрабизнесменов. абсолютно. И она совершенно разная. Я вот недавно прочитал старую книгу Элвин Тофлер «Шок будущего». Вот я считаю, это классикой и очень удачным примером настоящей футурологии. Чем еще интересно, она описывает наше современное положение дел, и читающий сегодня видит, в чем Тофлер был прав, оказался, в чем он ошибся, а что, может быть, только еще будет. И вот это все завязано как раз на ту бизнес-среду, Да. которая сегодня развивается очень динамично. Это касается и академической науки, и гражданских секторов, и особенно военно-промышленной сферы, Да. которая влияет вообще на другие Более сферы. того, сейчас объясню, эта категория стран, людей, не только нашей страны, сейчас больше всего заинтересована, думаю, в том, чтобы конфликты между Россией и Украиной военные закончились, потому что им нужно развивать свой бизнес, это стопорит, условно говоря, потому что Ну, это всё любые влияет. конфликты. Да. И более того, эта категория лиц сейчас больше всего экспериментирует с ИИ. Пока мы, там, ученые, искусствоведы, люди искусства думают только об угрозах ИИ и пытаются это теоретически, они сейчас внедряют это в свои бизнесы, условно говоря, сейчас активно с ним взаимодействуют на своем опыте, пробах и ошибках и понимают, в чем его сильные и слабые стороны, и уже впереди планеты всей делают свои ишки. То есть они сейчас, по сути, не просто визионеры или футурологией просто занимаются, они прям этот путь делают. Они вот говорят и идут уже туда, в это будущее. То есть они уже там. Вопрос в том, что каково Какое целеполагание этого абсолютно. бизнеса. Да? Потому Рынки, что деньги. мы болтаемся после великого космического противостояния двух сверхдержав СССР, США, мы до сих пор болтаемся в консервных банках на орбите, только лишь потому, что рухнул второй центр силы. И никакой бизнес ничему не помогает. Все усилия привели к возникновению айфона. Это круто, хорошо. Это перекрывает все рынки вообще, и мыслимые, и немыслимые. Айфон превратился в исходное древо, образно, из которого понавырастало не знамо чего. Но это все происходит здесь и сейчас. А мы там как болтались в консервных банках, ровно так и болтаемся. Вот именно то, что... Никакого практически прогресса. И то, что там Маск что-то делает. Ну, то есть... Это не обесценивание, а я к тому говорю, что если бы это противостояние космическое продолжалось, нарастало, вот это было бы вот пошаговое, да, догоним, перегоним и так далее, ну, я думаю, мы были бы далеко. Потому что тот же визионер Королев, визионер, скажем так, очень технократический, очень продуманный, очень выдержанный в своих эмоциях, он же предметно говорил, незадолго до своего трагического ухода, он говорил, что 77-79 год, станции на Марсе, абсолютно реально, вообще без вопросов, но объединенными усилиями на то время крупнейших космических держав. СССР, США, возможно, Франция, кто-то там еще, кто готов был к этому подключиться. Это значит не надорваться, это значит вместе сделать проект, вместе создать экспериментальную базу. Ну, тогда же и Север осваивался. Было же все-таки человеческое взаимодействие между северными станциями разных государств. Вот так видел это Королев. Очень спокойно Потому и что здраво. Смотрел космически, а из космоса Конечно. границы государств не видны. Конечно. Вообще. Видны только очертания Конечно. суши. И он говорил, что не будет вот этого надрыва, будет какая-то общая цель, общая задача, она будет решена, не получится, у нас у всех вместе не получится, и у каждого внутри тоже будет из участников мотивация, чтобы в следующий раз получилось. Но это не Королев ушел, и я тебе второй центр, я и поддерживаю твои слова, второй центр силы рухнул, и мы болтаемся, то есть от направленности бизнеса. Понятно, что нам надо жить, нам нужна вкусная еда, хорошая одежда, это вообще все не обсуждается, и это все должно быть, процветать и развиваться. Другое дело, что крупнейший бизнес, к сожалению, как, например, та же Big Pharma, объединенная, превратившаяся уже в такого монстра, она никак не способствует нашему развитию. Хотя, конечно, свои показатели выполняет. Вот именно. Наука, то, что вот сейчас ты привел пример с станциями на Марсе, да, они думали об этом, то, что можно сделать всеми усилиями, но в данном случае, вот конкретно вот этот проект не отвечал на вопрос социально-экономического устройства государства и как людям жить
между собой. То есть это не случилось, потому что у нас вот нет больше вот такого устройства, как было в Советском Союзе, когда все были вместе, условно говоря. И, одну маленькую вещь, и внимательно слушаю тебя, уход одного из крупнейших визионеров это еще разрушил. Потому что еще роль личности в истории. Его уход очень много разрушил. И нам сейчас нужны государственники-визионеры, которые могут мыслить в масштабах государства, чтобы и бизнес, условно говоря, придать человеческое лицо, потому что сейчас это наиболее реально активная страта государства, которое реально думает и о обществе, и о международных отношениях, и о политике должна думать. И более того, она предприимчивая, активно действующая прослойка населения. То есть они сейчас находятся в таких условиях, когда им невозможно думать о будущем и невозможно не думать о том, как должно быть устроено общество. Вот и все, что я говорю. Поэтому я думаю, что нам нужно обратить внимание на этот слой населения, потому что они сейчас наибольше в актуальности этих проблем находятся, даже эти взрывы на Вайлдберрисе, вот это все. Кто страдает, да, ну вот условно говоря, кто сейчас больше всего вынужден думать о том, как устроено сейчас общество и какие проблемы, кто. Вот. Ну, в разных стратах Условно разные говоря, люди да. с точки зрения бизнеса, да, безусловно, они должны об этом думать, потому что это осложняет и утяжеляет им их жизнь. процессы и планирование будущего ежедневно, Да. ежечасно. Вот. Поэтому вот мы структурировали, получается, в 3 направлениях наших визионеров. Прекрасно. Еще одна идея промелькнула. Истинный визионер, он всегда мыслит, выходя за пределы национальной или государственной. Да. Ему тесно в этих границах. Поэтому вот идеолог, политик, да, он зациклен на рамках государства. Он как бы изоляционист. Визионер — это всегда глобалист. Он вообще смотрит из космоса на Землю и видит, как передал это прекрасно практически визионер Юрий Гагарин, как хрупкая и прекрасна наша планета. Да. Вот. И на самом деле вот этот взгляд вообще избавляет нас от всех пароксизмов национального или государственного чванства, которые периодически приводят к всплескам немотивированного насилия, вот, с которыми визионеры тоже что-то должны делать. Интересный факт. Я вот расскажу вам по поводу соотношения, кстати, науки и искусства. Вот мы все знаем Apple, да, слово, компания. А на самом деле в начале был другой Apple. В 1968 году была основана компания Apple Records. Это звукозаписывающий лейбл Beatles. Beatles — музыкальные визионеры. И только, сейчас я, чтобы не быть голословным, только в 1976 году была основана вот эта вот компьютерная компания Apple. Вот это первично, оказывается, искусство. Возможно, создатели, значит, всем известного Apple, они вдохновлялись как раз творчеством Тем или иным Beatles. образом, да. Ну, конечно, мы все стоим на чьих-то плечах, это безусловно. Кстати, по поводу того, что визионеры, люди глобального видения, да, ну, конечно, Проханов, который полмира прошел с автоматом и с блокнотом, с шариковой ручкой, да, с карандашом. Конечно, Проханов пытается увидеть весь мир во всей его целостности. Вот визионеру не надо пытаться, он видит. Ты хорошо вспомнила Проханова, у него есть вот постоянно из книги в книгу раньше переходила картинка, воронка от взрыва, дымящаяся, она, значит, источает токсичное испарение, и на ней садится прекрасная бабочка. Вот это вот визионерский взгляд. Казалось бы, поле боя, смерть, гниль, вонь, ужас, разложение, убийство. Но воронка и бабочка, которая представляет собой вот эту вневременную красоту. Визионеру, на самом деле, конечно же, наплевать на обывательские страхи и ужасы, наплевать на проблемы бытового характера. Он пытается взять человека за шкирку, перенести его вот через эту воронку и даже превратить, может быть, на время в бабочку, чтобы преодолеть пространство, время и ужас бытия, который обязательно сковывает, если мы останавливаемся в моменте. Это красивый образ, да. Да, это да. Вообще визионеры, они действительно постоянно вокруг нас. Я вот еще раз вернусь к теме, о которой я сказал, к теме простого человека, я говорил, да, о неком условном человеке, который метет там ступени 50 лет на ступени там, библиотеки или храма или еще чего-то. Об этом тоже стоит подумать. Таких людей тоже есть достаточное количество. Они растворены среди нас. Если бы их не было, человечество не доползло бы до сегодняшнего предела.
Тут ведь вот такая штука, вот эта убежденность и вот это ровное такое внутреннее пламя веры, оно и является опорой визионерства. Кто-то визионер для своей семьи, кто-то визионер для чуть пошире круга там, семьи, друзей и каких-то знакомых, кто-то там, как преподаватель для своих учеников, а кто-то для половины мира. Те визионеры, которые являются лжевизионерами, их тоже огромное количество. Например, Штаты наводнены, и не только Штаты, но уж там это особая форма бизнеса и форма общения с обществом евангелическими проповедниками. Среди них есть замечательные совершенно примеры, как сводный брат и двоюродный брат Джерри Ли Льюиса. Да, Джерри Ли Льюиса, звезда рок-н-ролла, с ним все понятно. Тут и говорить нечего, да. Вот звезда рок-н-ролла, она есть звезда рок-н-ролла. Его сводный брат Джимми Сваггарт, евангелический проповедник, который на чем только не попадался, на девушках, на всем остальном. Это никак не мешало ему каждый раз возвращаться, говорить своей пастве: Господь допустил падение мое, я не низвергся в адские бездны, я видел сатану, я ощущал дыхание смерти на своем загривке, я раскаялся, Господь подал мне руку, исторг меня из адских пучин, и здесь я снова перед вами, чтобы внести слово истины, все на колени, я князь тьмы. Он говорит: о, секунду, не тьмы, князь света, преклонитесь именем, именем Господа. Вот это огромный институт евангелических проповедников, и есть и на Востоке лжегуру, есть истинные гуру, есть люди, которые готовы переписать историческую науку и рассказать, что ничего не было, а все было по-другому. Есть действительно глубокие, серьезные историки, которые, невзирая на шквал такой мутной информации, выискивают для нас факты. Огромная задача – это найти тех визионеров, которые действительно несут слово истины и видят прообраз будущего. У тебя в духовном плане? Вот как я тебе сказал, человек науки, например, который осознает искру Божию, человек бизнеса, который делает такой проект, где любой там шаг может оказаться для него последним, и его к чертовой матери распнут там и банки, и все остальные, но он идет на что-то и совершает невозможное. Человек искусства, который пишет неудобные вещи, там, создает неудобные картины и прочее, и ловит энное количество замечательных дизлайков, что у нас сейчас является основным критерием жизнеспособности, ха-ха. И тем не менее эти люди перед этим не останавливаются. Не останавливаются так, как вот не останавливаемся и мы. Но очевидно же, что то, о чем мы сейчас говорим, не является прям таким прекрасным трендом. Вряд ли мы наберем хотя бы там 200-300 миллионов просмотров. Хотя 10 бы, самое большое. там, хотя бы 2000 миллионов просмотров. Что делать, как с этим быть? Где ответ? Вот придет к нам Олег Дивов, поговорим мы о лучшем экипаже «Солнечный», поговорим о Выбораковке. Это будет, если он состоится, я надеюсь, это будет спорный, жесткий эфир. Придет старший Скляр. Угу. Придет ли Проханов, ну вот не знаю. Сегодня ко мне придет сын Проханова Андрей, он тоже визионер. Тоже визионер, Вот. прекрасно. Визионерствую. Нам надо подумать, нам надо хорошо подумать, и нам надо выстроить это вот прям как цикл разговоров о будущем. Даже не через проекты, даже не вот через какие-то восхитительные воздушные замки, а через людей, которые в это будущее верят. Вот у нас был разговор до эфира о книге Штерна. Мы можем принимать ее, не можем не принимать этот ковчег Либра. Нам можем нравится или не нравится, что мыслящими, так скажем, существами, которые приняли от нас эстафету, стали собаки. Предположим, пусть так или не пусть так. Вообще не в этом дело. Но мы должны говорить с теми, мне, конечно, интереснее намного, чтобы это были люди. Но нужно говорить с теми и звать тех, кто действительно умеет зажигать, кто видит этот образ будущего, готов в нем жить, и для кого он не является спорным, а является безусловным. Я не вижу проблемы со Штерном, поскольку он описывает все-таки другую планету, где вот такая вот цивилизация получилась. А я вот сейчас визионерски утверждаю, что Земля осталась, она процветает, и я бы очень хотел познакомиться с цивилизацией разумных собак, и в этом случае песни Егора Летова «Миром правят собаки»
Звучит совершенно по-новому. Конечно, но мы же вспоминали сегодня. Надеюсь, не нашим. Но мы же вспоминали. Но там, ты, конечно, Федор, молодец. Смысл-то у Летова заявлен совершенно другой, но мы как будто бы, будучи визионерами, обладая реальной ментальной силой, переформатируем творчество. Егор Летов сам признавался, что он даже лично в течение одного дня много раз меняет смысл собственных высказываний. Так что мы тоже можем это делать. Все эти формулировки известны, и мы не устаем повторять, что, как говорится, на вооружении у нас что нужно, то имеется. Например, такая, да, аббревиатура, что неизменно с твердостью и настойчивостью, как и было сказано, мы будем следовать одним и другим или другим курсом. Но это Да. не про нас. Мне на самом деле действительно вот очень жаль, что я не понимаю, какой образ будущего будет и какой образ будущего вообще нам предлагает реальность. То есть я вот как представитель, да, молодого поколения, как ты любишь говорить, потерянного, я, конечно, навечно Найденного. обиделась, но... Ты навечно обиделась, но все Да. еще продолжаешь поддерживать со мной отношения. Да, но мне действительно очень жаль, что я не могу сформулировать этот образ будущего. И на самом деле просто я ловлю себя на мысли о том, что я делаю все время, это переживаю о настоящем, о бытовых проблемах. Нет того человека, который бы смог взять и перенести меня с детально-бытового уровня вот за пределы в будущее, вот как эта бабочка. Да, Ты такой сама не вот. хочешь. Ты фокусируешься на А бытовых разве вот проблемах. визионер не Сколько обладает лет я этой прошу силой? тебя посмотреть фильм «Конан Варвар». Теперь хотя бы. столько же будет Цветаев просить посмотреть. Королевство полной луны. То есть это не работает. Я не люблю фильмы. С визионерами трудно, и им самим трудно. И вот если говорить о Стругацких, да, уже поминаем их не единожды, читали, не читали, неважно. Я скажу одну важную принципиальную вещь по Стругацким. Стругацкие в середине 50-х зашли на круг, а в середине 60-х, к концу 60-х, сделав полный круг и уже описав и мир полдня, и множественные достижения коммунистического будущего, пришли к глубочайшему разочарованию. И это вполне себе понятно, потому что они пытались все примерить на существующую человеческую природу, на то, что они видят вокруг. И преодоление этой природы, оно дается человечеству тяжело, потому что войны продолжаются, голод продолжается в мире, а вот мы исповедуем внутри эры безусловность и бесконечность, неограниченность ресурсов. А голод, болезни, войны, конфликты, политические чудовищные интриги, и Разве торговля это повод людьми, все это разочаровываться? продолжается. Нет, нет. А почему не повод. разочаровываются христиане? 2000 лет, хотя все тоже продолжается. Не надо разочаровываться. И часто именем Божьим. Не нужно сомневаться. Да, Я да, еще да, кое-что да. хочу сказать. Не нужно сомневаться, конечно, я лишь подчеркнул, что это тоже возможно. И те из визионеров наиболее значимы для нас, кто никогда до последнего дня не отступал. Вот Ленин, Да. замечательный Визионер визионер. говорит, если у вас не получается делать так, как я говорю, это ваша проблема. Вот и На всё. самом деле, сейчас мне кажется, вот следите за мыслью тоже. И Мы Для все критики. превратились в слух и зрение. Для критики. Сейчас я подумала о том, что визионерством занимаются компьютерные игры. По сути, они формируют миры. Вот так же, как Штерн сформировал свою твердую фантастику, сейчас компьютерные игры, по сути, также формируют миры для тех, кто любит играть. По сути, визионерство, вот это особенно там про будущее, про то, что нас ждет. И в основном это же вот какие миры. Я не фанат и не человек, который не разбирается в компьютерных играх, но это же действительно формирование и проектирование будущего в головах у людей. Во что Но не играют без люди. этого. Вот. И мне кажется, что в современном мире уже не будет одного человека, одного визионера. Это среда. Это среда, которая формируется играми, фильмами, в общем, Книгами, музыкой, гаджетами, Ну, условно плакатами, говоря, всей сферой как бы развлекательной это культуры. теперь дух времени. Это У нас есть состояние среды. Это про то, что пронизывает ежедневную рутину каждого человека, и особенно молодого поколения. Абсолютно У нас- верно. у нас есть Ульяна тема. подтвердила свой статус визионера. Я еще скажу важную Да. вещь. Вот две важных вещи.
Значит, проекту Эра нужна своя компьютерная игра. Да, согласен. абсолютно. По Пускай освоению даже- Земли. Пусть примитивная, но она будет развиваться от версии Да, к версии. абсолютно. Мы можем Потому идти что двигаться от советской Да. игры «Волк ловит Сколько яйца». Это будет долгий, концепций. тяжелый Возможно. путь, но... Сколько концепций и проектов можно и создаются фанатские клубы по поводу компьютерных игр. Это же целые нарративы. Один это же- Вархаммер что стоит? Это Конечно. нарративы, это действительно нарративы, они наравне с нашим проектом, по сути говоря, который тоже есть нарратив. Если бы была бы Как реально... это называлось? Atomic Hearts, да? Там? Я тоже не специалист Ну, в этих понятно. играх. Поэтому... И У нас есть еще, тема. еще важная Да, тема. да, еще. Визионеру всегда мешают, значит, примитивные, пошлые бытовые проблемы. А именно вот он размышляет, когда он нацелен, он поймал волну из ноосферы, и тут ему, значит, приходит счет на какую-нибудь дурацкую сумму, денег нет, Или надо и жарить его котлеты. это все, значит, обрубает. Визионеру абсолютно. нужен бесконечный ресурс. Я не люблю, Вот о да. чем? Вот избавь Ульяну сейчас от материальных проблем. Какой взрыв мысли Да, последует. 100%. Вот Я там придумаю мы мимо компьютерную Марса игру. за долю секунды куда-то пролетим. Я и думаю, вообще что мы там ее больше не увидим. увидим. Вот. Ляшине, я Почему, здесь. почему так важна идея Эры про бесконечный ресурс? То есть бесконечный ресурс начиная с себя. У каждого человека, который дерзает мыслить и строить будущее здесь сейчас, должна быть бесконечно ресурсная материальная база здоровая. Вот, значит, и даже твой прекрасный подметальщик ступеней в библиотеке, он ведь обеспечен Да, базовыми безусловно, потребностями. безусловно. Он не бегает на это самое, Безусловно. на биржу труда. Кстати, Стругацкие как раз вот эту вещь здорово подметили. Вот эту безусловность, вот Советские этого, писатели вот были это- обеспеченными людьми такого уровня Они писателей. прописали это там для всех. Вот. Отлично. У нас есть тема следующая. Мы говорим в понедельник об играх. Я считаю, О том, это что будущее. наша жизнь во многом Игра. стала компьютеризированной На выживание, игрой. между И- прочим. Да, ну и на выживание, и игрой, и всем Нет, мы остальным. не доходим до второго уровня. И в каком-то смысле прообразом будущего. Игры это прообраз будущего. Это я действительно Прекрасно. стою на позиции на том, Прекрасно. что это текущее У нас есть визионерство. тема. Да. У нас есть тема, и мы продолжим. Это был шеф-редактор проекта «Эра» Сергей Цветаев, координатор проекта «Эра» Ульяна Максименко, политический обозреватель Федор Бирюков, и все мы вместе втроем рушили ваши мозги, дорогие зрители и слушатели, только ради того, чтобы вы проснулись, тук-тук, Нео, матрица поглотила тебя, и вернулись к полноценной жизни и к поиску визионерских смыслов. Спасибо.